Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня проанализируем, как клещи нападают на человека, как они чувствуют свою жертву и вообще, каков алгоритм их поведения при охоте. Вся эта информация нужна для того, чтобы более эффективно защищаться от укусов данных паразитов. У клещей нет глаз, и всю жизнь при охоте они полагаются на другие чувства. Тем не менее, это опасные и весьма удачливые охотники. Клещи отлично чувствуют тепловое излучение, исходящее от жертвы, и запах пота. Кроме того, паразиты ориентируются и на дыхание всех теплокровных, вернее, на углекислый газ. Клещи еще и весьма хитрые. В случае опасности они складывают лапки и притворяются мертвыми. При этом клещ скорее напоминает мелкое зернышко или частичку мусора, а не грозного охотника. Однако стоит на такого мертвого клеща подышать, как он тут же внезапно оживает и начинает активный поиск жертвы. Обычно клещи в холодное время суток, утром и вечером, предпочитают находиться на земле, скрываясь под прошлогодними листьями или каким-либо мусором. Однако, как только пригреет солнышко или просто станет теплее, как кровопийцы тут же выходят на охоту. Очень часто бывает, что проходишь утром по участку с травой и не видишь ни одного клеща. А идя по этому же участку уже ближе к обеду, вдруг оказывается, что тут было просто огромное количество кровопийц. Утром они были неактивны и прятались ближе к земле. Принцип охоты клещей довольно прост и на первый взгляд неэффективен. Они залезают на вершинки травинок, стебли высохших растений, на ветви невысокого кустарника. При этом маленькие клещи предпочитают траву высотой не более 10 см. Эти клещи охотятся на мелких грызунов или птиц, которые любят бегать по земле. Среднего размера клещи ищут уже жертв покрупнее, таких как кабаны, лисицы, зайцы. Соответственно, эти кровопийцы забираются уже повыше, на 10-40 см от земли. Самые же крупные и, соответственно, самые опасные клещи охотятся на больших животных, таких как лоси, олени, коровы, лошади. К слову говоря, чем крупнее клещ, тем больше он прожил и тем большее количество жертв он уже успел укусить. Поэтому подцепить болезнь Лайма или клещевой энцефалит человеку с гораздо большей вероятностью можно именно от укуса крупного, опытного клеща, который за свою жизнь сменил уже несколько жертв. Клещи довольно быстро бегают. Причем в теплый весенний денек с солнечной погодой клещи могут бегать почти со скоростью муравьев. Места засад клещи выбирают по запаху жертв, по его дыханию и по тепловому излучению. По этой причине их как магнитом тянет к лесным или полевым тропинкам, пешеходным дорожкам, то есть туда, где регулярно появляются жертвы. Поэтому, идя по тропинке, можно даже с большей вероятностью подцепить клеща, чем передвигаясь по густой траве. Итак, при охоте клещи забираются на вершинки травинок и застывают там в неподвижности. Они как бы спят и ничего не делают. Однако стоит рядом появиться жертве, как клещи тут же оживают и начинают проявлять сверхактивность. При этом, даже не имея глаз, они четко вытягивают свои длинные лапки в направлении возможной жертвы. Их задача – хоть одной лапкой зацепиться за объект охоты. Далее уже для кровопийц дело упрощается. Клещ, попавший на голую кожу, тут же начинает искать место для укуса. Причем кровопийца на теле жертвы может выбирать подходящую для присасывания зону более 30 минут. Особенно клещам нравится заползать в защищенные места, например, между пальцев, в подмышечные зоны, коленный сгиб, пах. Несмотря на множество крючков на лапках, клещи могут перемещаться по коже практически незаметно.
очень трудно почувствовать ползущего по телу клеща. В заключение напомним, что даже зная принцип охоты клещей, нужно обязательно использовать акарицидные средства для пропитки одежды и отпугивающие средства для открытых участков кожи. Только комплексный подход к защите может позволить избежать укусов клеща. До новых встреч, друзья!